Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. В Финляндии создают первое в мире действующее геологическое хранилище отработанного ядерного топлива. Онкола строят рядом с АЭС Олкилуэта. Подготовка заняла 40 лет. Есть ли у финнов переработка отработанного ядерного топлива? Зачем закапывать в землю ценный ресурс? И чего общего и каковы различия с российским Железногорском? Борис Леонидович, вам слово. Да, действительно, большое событие для всей мировой атомной энергетики. Это первое геологическое захоронение облученного ядерного топлива. Даже не знаю, с чего начать. Тема такая, на самом деле, более чем обширная. На день сегодняшний в мире накоплены запасы облученного ядерного топлива в количестве более 440 тысяч тонн. Это глобальная проблема. Как ее решать, пока никто не знает. Да, есть тот вариант замыкания ядерного топливного цикла, который был предложен французами и который до сих пор очень активно рекламируется. Мы замкнули ядерный топливный цикл. Ну, я просто напомню, что такое облученное ядерное топливо. Изначально в активную зону реактора опускается уран. Берем 100% массы, из них 5% это тот самый делящийся изотоп уран-235 после обогащения в природной руде 0,7%, поднимаем содержание до 5%, вот он, собственно говоря, и делится. 95% это уран-238, который в цепной реакции деления не участвует, балласт. В этом балласте за время нахождения в активной зоне образуются изотопы плутония, плутоний 239, 240 и 241, их физически невозможно разделить. Для краткости называют энергетическим плутонием, удобен тем, что создать из него ядерный боезаряд невозможно. Присутствие четного изотопа портит всю картинку. Товарищам генералам, господам генералам не нравятся заряды, которые может вообще не взорваться, а может взорваться там, где хранится. Он непредсказуем, поэтому непригоден для военных целей. Вот этот 1% и используется при той переработке, которую придумали во Франции для создания так называемого МОКС-топлива. МОКС – Mixed Oil Fuel, и не более того. Это оксид плутония, 1%. Все остальное не перерабатывается, отправляется на хранение. Там образуются осколки деления, многие из них весьма радиоактивные, имеют достаточно долгий период полураспада. Образуются минорные актиниды в небольшом количестве, но они чрезвычайно радиоактивны сразу по всем трем каналам альфа, бета, гамма. И 94% это тот самый уран, который был загружен в количестве 95%, 1% из него превратился в другие вещества. Это не переработка. Из 100% мусора вы извлекаете 1%, 99% оставляете на месте. Но это отдельная большая тема для разговора, мне кажется. И как-то мне очень досадно, что об этом не говорят вслух. Все внимание концентрируется на том, что появилась возможность убирать плутоний, отправлять его на дальнейшее использование. Да, это очень важно, это снижает риски по договору о нераспространении ядерного оружия, но это не говорит о том, что переработано в рециклинг, ушел весь запас облученного ядерного топлива. Страны принимают самые разные решения по поводу того, что с этим облученным топливом делать. В России есть свое направление, это и реакторы на быстрых нейтронах, и начавшееся проектирование жидкосолевого реактора. Китай двигается приблизительно в том же направлении. Те страны, в которых не такое большое количество атомных электростанций, как у нас в России или в Соединенных Штатах, ну, про Соединенные Штаты отдельно надо, конечно, разговаривать, да, так называемое геологическое захоронение. Геологическое не случайно. У минорных актинидов есть изотопы, у которых период полураспада около 300 тысяч лет, то есть в течение 300 тысяч лет делящегося вещества становится в 2 раза меньше. Это естественный процесс, его не надо не подстегивать, он не зависит ни от давления, ни от температуры, это происходит само по себе. Безопасным считается нуклид, который прошел через 5 периодов полураспада. Вот умножаем 30 тысяч на 5, значит, речь идет об объекте, который в течение 1,5 миллиона лет должен сохранить свои свойства. Ряд из них очевиден. Радиоактивность не должна уйти ни вверх, ни вниз. Я имею в виду грунтовые воды, какие-то просадки грунта возможны.
Не должен получить человек разумный доступ туда без спецрежимов в течение 1,5 миллиона лет. Слово «геологическое» здесь не случайно. За 1,5 миллиона лет может произойти самое разное, вплоть до сдвига тектонических плит, нарушения условий сейсмичности и так далее, и так далее. То есть, прежде чем создать вот такое вот хранилище, надо очень серьезную работу провести. И я сейчас абсолютно политически нейтрален, потому что по поводу Финляндии, ее отношения с Россией можно рассказывать, но это, пожалуйста, к политологам. Мы сегодня в режиме атомной инженерии, и не более того. В 1983 году еще существует Советский Союз, еще абсолютно нейтральная Финляндия. Работает атомная электростанция Ханхи Киви, реактор ВВР-440, работают два реактора. По западной технологии в составе атомной электростанции Олкилуота, еще никто не думает о третьем блоке, тем не менее правительство Финляндии разрабатывает программу обращения с облученным ядерным топливом. Исходит из очень простых вещей. За время эксплуатации атомных электростанций общее количество облученного ядерного топлива, которое будет образовано, 6500 тонн. И с этого момента идут поиски места, локации, где можно было бы разместить безопасно вот такое количество, ни больше, ни меньше. Вот по проекту 6500 тонн, значит, ищем, значит, находим. При этом те, кто занимается в Финляндии атомной энергетикой, прежде всего, конечно, это государственный регулятор, СТУК, не буду расшифровывать, буква У в середине – это уран, С – это Суоми, еще два непроизносимых слова. Отличается крайней жесткостью ко всему, что касается радиационной безопасности, тем более ядерной безопасности. Они еще в 70-х годах предложили не заниматься переработкой облученного ядерного топлива, а искать место для геологического захоронения. Причина – гранитные грунты, гранитоидные грунты, если уж совсем правильно, Финляндия. Гранит прекрасно изолирует все виды радиации, значит, есть возможность, если поискать, где найти правильное место. В 1983 году, повторяюсь, правительство Финляндии принимает программу обращения с облученным ядерным топливом, и тогда стартует систематический поиск мест для будущих хранений. Через 3 года из сотен потенциальных районов выбрали всего несколько площадок, там около десятка, в числе которых была и вот эта остров Олкилуота. Олкилуота – это остров на западном побережье Финляндии. На всякий случай, если кто-то по неясным причинам не знает географию Финляндии, я уверен, что знают все. В 1992 году количество потенциальных площадок еще сужается, и Олкилуота входит в число площадок для более детальных исследований. То есть начинается изучение геологии, гидрогеологии, проводится бурение, изучается трещиноватость массива и так далее. Продолжается это еще 3 года. В 1995 году создается государственная компания «Посева», которая принимает всю программу работы с будущим захоронением на себя. В 2000 году, миллениум, правительство Финляндии принимает окончательное решение выбрать именно Олкилуота местом геологического захоронения. И в 2004 году начинается строительство убежища, которое получило название Онкало. Это тоже аббревиатура, тоже по-фински, никогда не скажу, даже если буду пытать. Что оно из себя представляет? Глубина от 400 до 450 метров. Вы с поверхности въезжаете в тоннель, который по спирали уходит вниз. Вот на эту глубину. Сделано специально с тем, чтобы большие грузовики могли совершенно спокойно проходить вниз до нужной глубины. На глубине 450 метров начинается площадка для выгрузки того, что вы привезли, так скажем. Это не одна какая-то огромная пещера, это целая система штреков, то есть больше всего, наверное, похоже на шахту, так скажем. Штреки расположены горизонтально, то есть на одном уровне. Здесь же вентиляционные выработки, вспомогательные камеры,
с необходимым контрольно-измерительной приборы и аппаратурой. За всем этим надо следить. Не только уровень радиации, уровень влажности, температура и так далее. Все это надо учитывать. В граните бурится вертикальная скважина, в нее помещают медную канистру. Медная, потому что медь не боится коррозии, достаточно прочный материал. В этой медной канистре, собственно говоря, отработавшее ядерное топливо, чугунная вставка для механической прочности, и вокруг нее так называемый бентонитовый буфер. То есть каждая капсула окружается слоем специальной глины. Глину подбирают специально. При насыщении водой она набухает. Не скукоживается, не превращается во что-то текучее, просто набухает. И тем самым блокирует движение воды. Ну и окружающий гранит как последний барьер. То есть облученное ядерное топливо, канистра, чугунная вставка, бетонит, гранит. Вот, собственно говоря, так все это выглядит. Порядок величины количества вот этих контейнеров будет порядка 3000 штук, и те самые 6500 тонн облученного ядерного топлива. Так что, мне кажется, чего нельзя делать, это ни в коем случае нельзя смешивать две совершенно разных составных всего, что касается этого геологического захоронения. Одно дело – это долговременная безопасность захоронения на сотни тысяч лет. Это научная проблема. И другое дело то, что сейчас лицензировано, собственно говоря, государственным регулятором СТУК. Это эксплуатация промышленного объекта людьми здесь и сейчас. То есть ни о чем другом. Если прямо сейчас зайти на сайт СТУК и попросить Google перевести все, что там написано по-фински на русский, то констатировано можно, наверное, вот так. Лицензия запрашивалась, запрос был от компании Посева конкретно на эксплуатацию промышленного объекта под названием Онколо. Просили на 70 лет, им выдали на 70 лет. То есть это не лицензия до 1 миллион 500 тысяч и так далее. Это конкретно на 70 лет. СТУК, государственный регулятор, в обязательном порядке будет проводить переоценку уровня безопасности через 10 лет. То есть появится опыт эксплуатации, нужно будет посмотреть, все ли в полном порядке, все ли соответствует проектным расчетам. И положительное заключение госрегулятора не означает автоматического начала захоронения, кто бы что бы ни говорил. Работа пока не начата. Следующий орган, который должен дать одобрение, это решение Министерства занятости. И далее всего правительства в целом. И после этого отдельное решение госрегулятора, подтверждающее готовность объекта к началу эксплуатации. До этого момента никакое облученное ядерное топливо в Онколо размещать никто не имеет права. Вот. Ну и последний пункт, он такой строго обязательный. СТУК, государственный регулятор, будет осуществлять постоянный государственный надзор в течение всего времени эксплуатации в соответствии с законом об атомной энергии Финляндии. Вот о чем идет речь. Опыт нужен, важен. Я уверен, что многие будут консультироваться, потому что такие же программы геологического захоронения, ну, во-первых, вторым кандидатом, вероятнее всего, будет Швеция. Те же гранитоидные грунты, тот же скандинавский щит, то есть минимальные риски по землетрясениям, по сейсмике. Понятно, что они будут копировать там, ну, условия похожи, по крайней мере, будет понятно, какие требования были действительно важны, с какими случился перебор, на что стоит обратить особое внимание. Еще один кандидат на такое место – это Канада, Франция и дальше, да, наш Железногорск. Опыт работы со СТУКом у нас с советских времен, с государственным регулятором Финляндии, так что я думаю, что и в этом случае обмен опытом будет. От Железногорска Онколо отличается тем, что, повторюсь, значит, это было в 1983 году. Вот давайте отдадим должное упорству финнов, опять же, как бы мы к ним ни относились. С 1983 года там масса событий происходило. Распался Советский Союз. Финляндия это с огромным трудом выдержала, потому что совместных проектов между Советским Союзом и Финляндией было множество. Там был и скачок безработицы, и
инфляция куда-то выпрыгнула, пережили. Пережили вступление в Европейский Союз. На всякий случай напоминаю, это случилось в 1994 году. То есть изначально Финляндии там не было, она была абсолютно нейтральной. Финляндия переживала мировой кризис вместе со всеми, переживала пандемию, стук пережил полное безумие финского правительства, которое решило, что надо вступить в НАТО и вступить, собственно говоря, чуть ли не в открытую конфронтацию с Россией. Вот все это время что-то происходило, что-то менялось, но люди занимались этой атомной программой с 1983 года. Ну, посчитайте сами, сколько лет прошло. В Железногорске работы активно начались уже после создания государственной корпорации «Росатом», то есть на более ранних стадиях. В Железногорске сейчас создается подземная лаборатория на глубине около 300 метров, у нас глубина будет больше. Так выглядит массив, так нам удобнее, тем более, что если в Финляндии гранит – это уже поверхность земли, то у нас еще сверху слой обычного грунта. Сколько времени продлятся работы, никто не загадывает. У финнов с момента создания вот такой же подземной лаборатории, но она была не так глубоко, там где-то, по-моему, на уровне 150 метров, дополнительное исследование вот этого гранитного слоя шло на протяжении 15 лет. Сколько у нас займет, сейчас сказать сложно. Все-таки, что касается Сибири, там возможно и подвижка тектонических плит, и с грунтовыми водами у нас немножко иначе, но в любом случае опыт государственного регулятора Финляндии, опыт государственной компании Посева, я думаю, по возможности консультации будут, изучение этого опыта необходимо, пригодится. Понятно, что условия могут быть другими, но стиль работы нашего Ростехнадзора, ну, я думаю, должен быть по-фински жестким. В том случае, если, конечно, нам такое захоронение вообще потребуется, я очень надеюсь на то, что те программы, которые сейчас ведет Росатом, это не только проект «Прорыв», это и несколько других направлений, в том числе последние уже проверки нового вида топлива, ремикс, восстановленный, микс. Это смесь, но это смесь урана и того самого реакторного, уже побывавшего в реакторе урана-238. Здесь все сложнее, но это действительно тема отдельного разговора, если, конечно, это будет интересно, в то время, когда нам важнее, что сказал Дональд Трамп, что услышала Урсула фон дер Ляйен и куда после этого побежал Мерц. Но сегодня я сегодня постарался обойтись без этого, надеюсь, вам не было очень грустно. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это тоже существенная поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.